Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о своем первом опыте использования дрона китайской фирмы Hapsan, которая является, можно сказать, лидером на китайском рынке из бюджетных моделей, выпускающим достаточно качественные и интересные аппараты. Модель, значит, Zina 2+. Полетать мне на ней удалось буквально один раз, и после этого я узнал много нового. В том числе я узнал новый для себя термин унитазинг. Вначале хотелось бы пару слов сказать об этом термине, чтобы все понимали, что это такое. Что же такое унитазинг? Унитазинг – это термин, который произошел от английского выражения toilet bowl – вращение по кругу. Zina 2+, достаточно дорогой дрон, который по своим характеристикам сопоставим с DJI Mavic Air 2, который я приобрел на всеми любимом аукционе AliExpress в одном из интернет-магазинов этого аукциона. Так что для меня было очень печально, когда мой первый полет закончился фатально для этого аппарата. Как в мультфильме про Тома и Джерри, когда в унитаз смывается какая-то игрушка и, вращаясь, не может утонуть в нем. Точно так же и дрон начинает хаотично вращаться, как будто его засасывает в какую-то воронку. И круги эти становятся все шире и шире. В итоге, если вы не готовы к такому развитию событий, кажется, что дрон потерял управление, и он начинает представлять из себя просто жутко страшную газонокосилку. Давайте посмотрим видео, на котором все это произошло. Собственно говоря, это видео самого дрона, то есть это видео его полета. Значит, после запуска, нормальной калибровки и того момента, когда дрон распознал все необходимые для старта спутники, то есть мне удалось взлететь. Запуск был тестовый, хотелось просто убедиться в том, что этот аппарат действительно может летать, и не ставилось никаких целей на дальние улеты, там, проверку, тем более еще, ко всему прочему, наступило темное время суток, время где-то 18 часов вечера. Вот. Я попробовал маневрирование влево-вправо, вперед-назад. Высота поднятия была не более 3-4 метров. Этого было достаточно для того, чтобы понять, что дрон функционирует нормально, никаких проблем нет. Постоянно я с ним поддерживал визуальный контроль. Площадка была освещенная, порядка 30 на 40 метров. На эту площадку я после происшествия непосредственно приехал на следующий день для того, чтобы осмотреть ее и сделать для себя какие-то выводы вообще в допустимости полетов в таких условиях. Больших каких-то небоскребов, зданий, как заявляют производители в инструкции по эксплуатации, рядом не было, максимум 5 этажей, то есть рядом спортивный комплекс трехэтажный, машин очень мало, места для взлета было, проблем для выбора стартовой площадки никаких не было. И вот после того, как я уже собрался его садить, началось вращение. Это было так неожиданно, что вначале я его приподнял, чтобы он не задел отдельно стоящую машину. После этого попытался как-то поймать управление, но это не привело ни к каким результатам. И в конечном итоге дрон начал вращаться все шире и шире. И закончилось это все ударом об нагромождение каких-то школьных ворот хоккейных. И дрон упал. Упал в снег между ворот, пока я добрался до него, раздвинул там все эти ворота, он какое-то время лежал в этом снегу, но особо, как оказалось в дальнейшем, не пострадал. То есть легкие царапины на одном из винтов и, собственно говоря, на вращательной части. Все остальное оказалось исправным.
на первый взгляд. Все, дрон спасен. Я забираю его. И мы едем домой, где я провожу более детальный осмотр и тестирование работоспособности всех систем. Только после данного происшествия я начал искать информацию в интернете и наткнулся на тему на форуме 4PDA.ru, которая так и называется Hubsan Zina 2, Zina 2+, и посвящена как раз всем проблемам с этими дронами. Как оказалось, не я первый, кто столкнулся с проблемой унитайзинга именно на этой модели летательных аппаратов, ну и на этой фирме. Тот же DJI, сколько я не пытался найти что-то подобное, какие-то подобные случаи, где-то только на буржуйских форумах немного информации про ранние модели фантомов третьих, вторых, но то есть как таковой проблемы в этом плане у компании DJI не наблюдается. Вот. А из-за чего это все происходит? Все происходит из-за некачественной или недостаточно точной калибровки системы компаса. То есть при неправильной калибровке компаса дрон по непонятным причинам начинает выписывать вот такие кренделябры. И ничего страшного, когда это происходит с какой-то маленькой игрушкой, которая ничего не весит и не представляет никакой опасности. Но когда аппарат позиционируется как игрушка для детей возрастом 14 лет и старше, и теряет управление, даже для взрослого человека это становится немножко неожиданным и вводит в легкий ступор, потому что непонятно, что делать, как это можно остановить. А угроза или, ну то есть реально килограмм веса с большими лопастями, вращающимся на бешеной скорости, начинает летать так, что куда он прилетит и где он обо что становится, никто не может предсказать. Ну вот, специально заехал на эту площадку для того, чтобы посмотреть. Сейчас машин здесь несколько больше, чем когда проводился запуск. Вот сюда приземлился дрон. Одним из лучей он зацепился за ворота и провалился сквозь сетку в снег, где я его и подобрал. После повторного осмотра площадки в дневное время я не обнаружил на ней каких-либо серьезных препятствий или источников помех, которые находились бы рядом. Какой-то кабель, который висит через площадку, как видно на видео, это идет оптика на соседнее здание. Ну, какие-то электрокабеля для подсветки тех же осветительных фонарей. Собственно говоря, и все. Рядом никаких ретрансляторов GSM или прочего не стоит. Тот же телефон без проблем ориентируется, находит все спутники и абсолютно нормально работает у него магнитный компас. Почему такое случилось у данного дрона, не могу сказать. Это остается загадкой. Я написал письмо представителям Hubsan, но, к сожалению, не получил от них ответа. В общем и целом, для меня все это закончилось достаточно положительно. Спор, который я затеял с магазином в начале из-за недопоставки одного из аккумуляторов, который должен был идти в комплекте, вначале был отменен, но потом, после данного краша, я предоставил всю информацию в AliExpress, вновь открыл спор и после предложенной отправки
дрона назад через сервис AliExpress. Через некоторое время, когда его получили уже представители в Москве, мне на счет вернули всю сумму, которую я затратил на покупку данного девайса. Так что, в общем и целом, можно сказать, что все завершилось хорошо. После этого я заказал повторно эту же самую модель, но уже в полной комплектации с 3 аккумуляторами, с сумкой. И уже опробовал ее в полете намного более удачно. Поэтому, если вы собираетесь приобретать дрона фирмы Hapsan, вы можете достаточно неплохо сэкономить, но в то же время не забывайте, что при неправильной или некачественной калибровке, при калибровке в местах с высокой электротехнической зашумленностью, вы можете поймать такой эффект, который с первого раза может прямо очень сильно удивить. И хорошо, если все закончится благополучно и ваш дрон останется цел.